Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, что делать, если кошка в период полового возбуждения так орет и так достает своего хозяина, что кажется, терпение сейчас просто лопнет. А такая ситуация наблюдается постоянно после первой течки. Давайте вместе рассмотрим варианты, а что же надо сделать, чтобы и животному было комфортно, и ваша жизнь не превращалась в кошмар. Выход есть. Для этого животное в первую очередь надо лишить половых поведенческих реакций и способности к размножению, если вы не планируете потомство от этого животного. Существует несколько методов решения этого вопроса. Хирургический и дача гормонов в виде таблеток. Я сторонник больше хирургического метода. И не потому, что бытует мнение, что гормональный метод хуже. Много мифов о вредности гормонального метода ходит. Но я считаю, что самая большая проблема этого метода не в самих препаратах и побочных эффектах от их применения, а в том, что в этом случае надо уметь очень хорошо считать и никогда не нарушать сроки и дозы применения препаратов. Что всегда тяжело. Там забыл, там ошибся, и в конце концов получается не тот результат, на который рассчитывали. Не буду сейчас подробно говорить об этом методе, но в последующих видео я обязательно подробно остановлюсь и на этом подходе. Кстати, этот метод тоже хорош и приемлем в определенных случаях. Не все так плохо. Но если вы решили, что котят у кошки не будет, то лучше всего лишить кошку способности к размножению и проявлению половых поведенческих реакций, которые несовместимы с жизнью в городской квартире. Поверьте, для животного, для его здоровья это лучшее решение из всех имеющихся. Я рекомендую хирургический метод кастрации животного. Да-да, кастрация, а не стерилизация, как это очень часто говорят даже опытные ветеринарные врачи, которые в действительности делают кастрацию, а говорят, что это стерилизация. И то в большинстве случаев говорят о стерилизации по отношению к кошкам, то есть к женским особям, а не к мужским. Хотя и стерилизация, и кастрация – это совершенно разные понятия. И та, и другая операция проводится как у самок, так и у самцов. Не знаю, наверное, слово стерилизация звучит как-то благозвучней, что ли, не так грубо и даже не так страшно, как слово кастрация. Поэтому оно и употребляется чаще и зачастую употребляется даже там, где это будет совсем неправильным определением. Поэтому для лучшего понимания вопроса давайте сначала разберемся с терминами. Итак, стерилизация – это перевязывание маточных труб, и кошка в таком состоянии не может иметь котят, так как в таком случае спермий не может встретиться с яйцеклеткой и процесс оплодотворения не может произойти. Но при таком подходе у кошки сохраняется гормональный статус и сохраняются ее половые поведенческие реакции. То есть кошка все точно та же орет днем и ночью, метит территорию, только и того, что в этом случае она не может забеременеть. Этот метод еще может быть приемлемым в сельской местности, где кошка гуляет сама по себе, где хочет и с кем хочет. И в этом случае хозяину не придется топить или пристраивать котят, как минимум 2 раза в год. А где она там кричит и что она там метит, хозяину в этом случае часто все равно. Ведь это происходит где-то на улице и, возможно, даже под чужими окнами, но не у него в квартире. Если же кошка живет в городской квартире, то здесь обязательно нужна кастрация, которая заключается в полном удалении яичников. И одной из главных целей кастрации является удаление проявления половых поведенческих реакций у кошки, как-то крики, вопли и все надоедливое, что с этим связано. Понятно, что при этом у кошки также не будет и способности к размножению. Сама по себе операция кастрации кошки не относится к разряду сложных операций. Это обычная штатная операция для клиники. Ее могут сделать без проблем в любой нормальной ветеринарной клинике. Можно операцию сделать и в домашних условиях, на кухонном столе, что называется, пригласив ветврача на дом. Но в таком случае, с одной стороны, вы можете нарваться на шарлатанов, на которых только и того, что есть белый халат. Но у них может не быть даже диплома, и никакой практики у них нету. К сожалению, и такое иногда встречается. А с другой стороны, даже если к вам на дом придет и настоящий врач, то в случае возникновения какой-то нештатной ситуации, а в жизни все бывает, будет намного сложнее ее локализовать. В клинике это сделать намного проще. Поэтому мой вам совет. Делайте все-таки эту операцию в ветеринарной клинике. И помните, что операцию делает не клиника, а конкретный врач.
Не буду сейчас останавливаться на том, как надо готовить животное к операции, когда ее лучше делать и как выбирать ветеринарного врача. Это мы тоже рассмотрим, но в последующих видео. Но все-таки главный залог успеха операции, еще раз подчеркиваю ваше внимание, это опытный ветеринарный врач. Здесь важно отметить, что сама по себе эта операция не представляет практически никакой сложности, если животное здорово. Поэтому перед операцией обязательно делается общий анализ крови и диагностика работы сердца. Это минимальный уровень диагностики, но он вполне достаточный для этих целей, если нет других показаний или каких-то патологий. Целью этого видео было донести информацию о том, что если вы не собираетесь заниматься племенным разведением, то лучшим выбором для здоровья кошки, для ее поведения и для ее счастливой жизни будет все-таки хирургический метод кастрации. И пусть вас не мучают этические сомнения насчет этой операции. Вы поступите намного хуже, если вы оставите все как есть и заставите кошку мучиться всю жизнь, подвергая ее гормональным бурям и всевозможным стрессам, а также риску возникновения всевозможных заболеваний. Следует помнить, что если вы не сделали операцию кастрации кошки перед первым циклом половой охоты, это где-то в 7-8 месяцев в силу разных причин, то во время полового возбуждения никакие операции не проводятся. Обычно операция проводится через недели-две после него. Не переживайте, все вам сделают правильно и все будет хорошо, так как это обычная и рутинная операция, и все методики по ее проведению уже хорошо и давно отработаны. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам и до новых встреч!